Всем привет! Если вы планируете ремонт квартиры, то это видео будет полезно для вас. На примере нашего объекта мы вам покажем и расскажем, как же выполнить качественный ремонт вашей квартиры. Этот объект находится в жилом комплексе «Летний сад». Это двухкомнатная квартира общей площадью 65 квадратных метров. И здесь мы уже выполнили все инженерные работы и приступили к чистовой отделке. И как раз за моей спиной находится ванная комната, и мы занимаемся сейчас укладкой плитки. Это обрезной керамогранит от фабрики «Эталон» и имеет достаточно крупный формат. Размер плиты 60 на 1,20 м. Здесь идет укладка от пола, и ванна делит плитку на две части, то есть под ванной 60 см и над бортом ванны также 60 см. При укладке мы используем систему выравнивания. Вот такие площадки устанавливаются на торце плитки, и когда укладывается следующий ряд, мы устанавливаем клин, и тем самым соседние плитки выравниваются в одной плоскости. Установлена стальная ванна немецкого производителя Coldaway. Она имеет грязеотталкивающее покрытие. Внизу мы наклеили шумоизоляцию, чтобы ванна не так звучала при наборе воды. Самый главный момент, что мы сначала установили ванну и потом уже укладываем плитку от ее борта, чтобы плитка у нас заходила на борт ванны и имела корректное примыкание. Под ванной будет выкладываться экран из плитки. Для доступа к сифону мы предусмотрели вот такой отжимной лючок. Слив-перелив под ванну от Geberit, и он подключен напрямую в систему канализации без использования гофры, чтобы вода у нас быстро уходила, и под ним находится датчик системы защиты от протечек. Рядом с ванной будет установлена подвесная раковина. Для ее подключения предусмотрели водорозетку, и возле раковины будут смонтированы 3 электрических розетки для подключения бытовых приборов. На противоположной стене будет установлен пенал, в котором будут располагаться вертикально стиральная и сушильная машина. Для подключения стиральной машины вывели холодную воду и установили сифон скрытого монтажа, в который будет подключаться также и сушильная машина для слива конденсата. И для их подключения здесь выполнены 2 электрические розетки. И, кстати, кабель от этих розеток проложен от разных автоматов, так как мощность сушильной машины достаточно большая и ей необходима отдельная линия. Несмотря на то, что длина нашей ванны 1,80 м, но помещение здесь на 20 см длиннее. И по проекту предусмотрены вот такие ниши, они в дальнейшем будут облицовываться керамической плиткой. И, кстати, на этом объекте выполняет укладку плитки наш мастер Иван. Сейчас он уехал за приобретением расходки для заусовки и шлифовки углов под 45 градусов. И главный момент, то, что заказчик здесь захотел не только заусовку под 45 градусов, но и установку специального профиля, в который будет уже укладываться плитка. Этот профиль называется Mercedes, а за счет своей формы. Это, конечно, добавляет некоторые сложности при укладке, но я уверен, мы с этой задачей справимся. Также при укладке напольной плитки был установлен закладной профиль для стыка напольных покрытий. Вот здесь будет уложен кварцвинил, а в ванной комнате керамогранит. И можно было выполнить этот стык с помощью обычного силикона, но мне кажется, профиль намного эстетичнее. Такая же коллекция плитки, уложенной в санузле. Вот здесь инсталляция подвесного унитаза облицована не до потолка, так как будет установлен мебельный шкаф на заказ, и в нем располагается наш коллекторный узел. Давайте сейчас подробнее на нем остановимся. Вот так выглядит качественная система отопления и водоснабжения. На вводе водоснабжения находится запорная арматура. Раньше она располагалась далеко в нише, и ей было неудобно пользоваться, неудобно обслуживать. И в управляющей компании мы заказали удлинение вот этих отводов от стояков, и теперь краны находятся в полном доступе. После запорной арматуры находится защита от протечек. То есть, когда вода попадает на датчик, система обнаруживает протечку и закрывает электрические краны. Далее установлен фильтр на 300 микрон, он необходим для защиты прибора учета и для защиты редуктора давления. Вот редуктор давления, таким образом он выглядит. Здесь есть манометр, и мы можем увидеть то давление, которое у нас настроено в нашей системе. После прибора учета установлен обратный клапан, чтобы горячая вода у нас не попадала в систему холодного водоснабжения и холодная вода не перетекала в систему горячего водоснабжения. После них установлены фильтры тонкой очистки на 100 микрон. Это механическая очистка, она задержит примеси, которые есть в водопроводной воде, чтобы они не сокращали срок службы стиральной посудомоечной машины и не оказывали влияния на работу наших сантехнических приборов. Эти фильтры самопромывные. С помощью вот этого крана мы можем очистить сетку, систему канализации. Для этой цели мы установили сухой сифон, чтобы неприятный запах из канализации не выходил наружу. Фильтр мы можем промыть как прямым потоком, так и обратной промывкой. Для этих целей мы установили перемычку запорным краном. На случай отключения горячей воды мы установили проточный водонагреватель, его мощность 9 кВт. Если у вас отключили горячую воду, вы просто включаете вот эти два крана и закрываете запорную арматуру на вводе ГВС. И в принципе ни в чем себе не отказываете.
От застройщика была установлена вот эта коробка, она подключена к приборам учета, то есть управляющая компания может считывать показания счетчиков без вашего участия. А мы установили другую коробку, она называется система уравнивания потенциалов, то есть мы заземляем все металлические предметы, которые находятся в ванной комнате, в том числе и саму ванну и инсталляцию. В нашей системе предусмотрен коллектор холодной и горячей воды, от них уходят трубы на каждый сантехнический прибор, и помимо того, что вы можете перекрыть независимо каждую водоразборную точку, вы можете также и отрегулировать необходимый поток. На конце коллектора стоят гидроконденсаторы, они необходимы для нивелировки скачков, которые могут возникнуть в нашей системе при работе бытовых приборов. В санузле проектом предусмотрен гигиенический душ, и чтобы не делать смеситель наружного монтажа, мы установили термостатический смеситель. Здесь же мы можем настроить ту температуру, которая будет подаваться на лейку, отрегулировать необходимое давление. И здесь же установлен электрический клапан, который нам перекрывает поток воды, если мы выключаем свет в санузле. Вот здесь размещена коллекторная группа отопления. Мы переделали вводные трубы от застройщика, переложили их из общего коридора, установили запорную арматуру Авентроп. На вводе установлен термометр, мы можем посмотреть, какая температура теплоносителя поступает от управляющей компании. И здесь у нас коллектор на подачу, и внизу у нас запорный коллектор на обратку. Также предусмотрены краны Маевского, чтобы можно было стравить воздух, если он вдруг появился в нашей системе. Так как задняя стена у нас не является несущей, она выполнена из блока, мы не могли использовать стандартные шпильки, которые идут в комплекте с инсталляцией для установки железобетонной стены, и выполнили усиление с помощью сантехнического профиля и уже в него интегрировали саму инсталляцию. На кухне тоже протянули систему водоснабжения. Вот здесь находится холодная вода для подключения посудомоечной машины. Также для нее предусмотрен сифон скрытого монтажа. И вот здесь труба канализации и горячая холодная вода для подключения кухонной мойки. И внизу находятся две розетки для подключения посудомоечной машины и измельчителя. А под самим кухонным гарнитуром будет находиться датчик системы защиты от протечек. В коридоре предусмотрены двери скрытого монтажа, то есть у них не будет наличников, наличник будет выполняться только со стороны санузлов, а здесь дверь будет полностью интегрирована в отделку. Отделка стен будут стеновые панели от фабрики София, и уже в эти стеновые панели под их фактуру устанавливаются двери скрытого монтажа. И есть один нюанс: для установки дверей скрытого монтажа необходимо устанавливать скрытый плинтус, и у фабрики София толщина скрытого плинтуса составляет 15 мм, а толщина стеновых панелей 12 мм, то есть на 3 мм нам необходимо углубить плинтус. И вот мы нашли решение данной ситуации. Вот здесь для панелей мы установили гипсокартон 15 мм, а для скрытого плинтуса гипсокартон 12,5 мм, и полмиллиметра необходимо для приклеивания стеновых панелей. Основная часть электрики у нас монтирована по потолку, и все провода заходят в электрический щит. В щите предусмотрен вводной рубильник, чтобы могли обесточить всю квартиру. Также здесь установлена защита от скачков напряжения. Когда возникает скачок, то устройство полностью обесточит квартиру до нормализации. Также установили необходимое количество УЗО и однополюсных автоматических выключателей. На каждый мощный потребитель от щита уходит отдельный силовой кабель, а бытовые розетки подсоединяются последовательно. Вот здесь монтировали розетки для телевизора, а внизу для подключения мультимедиа. Для телевизора предусмотрели интернет-розетку, телевизионную антенну, две розетки на 220 вольт, и также здесь есть изделие вывод кабеля, то есть вот тут проложен кабель-канал, который приходит в нижние розетки для подключаемых устройств. И после финишной отделки стен мы можем скрытно проложить HDMI кабель для подключения мультимедийных устройств к телевизору. На этапе электромонтажных работ была проложена трасса для кондиционера. В квартире 2 кондиционера, и будет один наружный блок, который будет располагаться в корзине на балконе. Чуть позже мы к этому вернемся. Но помимо кондиционеров здесь есть также и бризеры. Для подключения бризера выполнена вентиляция, и внизу находится скрытая розетка, и есть место, куда можно убрать запас кабеля. Чтобы получить более широкий откос и подоконник, проектом предусмотрена фальшстена из гипсокартона. Кстати, окна на этом объекте не менялись. Мы их заклеили защитной пленкой, и на всех объектах стараемся защищать окна и подоконники от строительных работ. Трубчатый дизайнерский радиатор от Гуарда установлен под подоконником. Такие радиаторы предусмотрены в кухне и в гостиной. А в спальне у нас отсутствует подоконник, и здесь установлен вертикальный радиатор, покрашенный в черный цвет. В спальне также выполнили шумоизоляцию стены от соседа. Вот это акустический гипсокартон, а за ним находятся шумоизоляционные зипс-панели толщиной 57 мм. И также были установлены шумоизоляционные подрозетники.
На противоположной стене смонтированы розетки для телевизора в том же количестве, что и в гостиной. И последняя розетка — это будет вывод кабеля для подключения мультимедийных устройств к телевизору. Вот так сейчас выглядит балкон. Здесь достаточно большой пирог утеплителя. Чтобы установить ПВХ окна на вентилируемый фасад, нам необходимо было выполнить кладку из газобетонного блока. А так как между газобетонным блоком и вентилируемым фасадом было пространство, мы его заполнили утеплителем. А из-за трассы для кондиционера, которая уходит в ту корзину, и монтажа вентиляции для бризера, у нас добавилась еще толщина стены, и мы также ее не оставили пустой и заполнили утеплителем. Общая толщина утеплителя составляет 15 сантиметров, и плюс еще 10 сантиметров это толщина газобетонного блока. В общем, сейчас за окном зима, а на балконе достаточно тепло. А чтобы на балконе было совсем жарко, мы установим комплект теплого пола. Так как здесь будет на полу кварцвиниловая плитка, то поверх мата теплого пола мы еще зальем наливной пол. На потолке также выполнены теплоизоляционные панели. Здесь толщина общего слоя утеплителя 10 сантиметров, и 10 сантиметров утеплителя здесь находится под стяжкой пола. Я надеюсь, это видео было полезно для вас, и вы нашли для себя что-то новое и интересное. Если вам понравилась наша работа, то обязательно поставьте палец вверх. Если вы еще не подписаны на наш канал, то большая просьба подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. А на этом у нас сегодня все. Вам большое спасибо за просмотр, и мы увидимся в новых проектах.